Привет, друзья! Это кухня наизнанку. Вы давно меня просили показать, что я готовлю из лаваша. У меня таких рецептов очень много. Я их называю рецепты для ленивых. Просто, быстро и самое главное, всегда очень вкусно. Сегодня покажу 5 таких рецептов, но мы, конечно же, сможем продолжить эту тему, если вам понравится. Начну, как всегда, с любимого – мясной пирог. Такой пирог можно подавать и в качестве закуски, и как основное блюдо. Это очень вкусно и в горячем, и в холодном виде. Проще рецепта мясного пирога я не знаю. Никакого теста. И готовится на раз, два, три. Лук нарезаю мелко. Морковь измельчаю на крупной терке. На сковороду выкладываю мясной фарш. Мясо, конечно, можно взять любое. Обжариваю до полуготовности. Затем добавляю лук и морковь. Перемешиваю. Немного черного перца и соль по вкусу. Довожу практически до готовности. В мисочке взбиваю яйцо и смешиваю его с кефиром. К остывшей начинке добавляю сыр и зеленый лук. Перемешиваю. В подходящую форму для запекания выкладываю на дно 2 листа лаваша. Теперь половину начинки. Дальше отрываю от лаваша кусочки, опускаю их в кефирную смесь и выкладываю на начинку. Сверху распределяю оставшуюся начинку и накрываю лавашом. Лаваш обильно поливаю кефирной заливкой. Сверху снова заливка и кусочки сливочного масла. Ставлю форму в разогретую до 220 градусов духовку на 20 минут. Достаю пирог из формы, нарезаю и подаю. Мы очень любим такой пирог. Вместо мяса можно взять грибы, тоже очень вкусно. И с творожной начинкой иногда такое готовлю. Просто, быстро и вкусно. В конце ролика покажу, как я готовлю мясные пирожочки. Это еще проще. А сейчас салат. Казалось бы, простой салатик. И ингредиенты самые обычные, но подаю я его в съедобных тарелочках. Гостям очень нравится и сама подача, и вкус хрустящего лаваша. Куриное филе выкладываю на фольгу, солю, добавляю специи. Специи можно любые, какие любите. Накрываю мясо фольгой, но не полностью. И ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут. Теперь приготовлю тарелочки. Вырезаю из лаваша круг. Почти круг. Ну да, как получается. Смазываю лаваш с двух сторон растительным маслом. И выкладываю в подходящую форму. Маслом обязательно нужно смазать, тогда лаваш получается очень ароматный, хрустящий и вкусный. Форму можно взять любую, глубокую, квадратную, можно сплести лаваш в форме корзиночки, все от вашей фантазии зависит. Ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут. Тарелочки готовы. Вначале заправка. 2 столовых ложки оливкового масла, столовая ложка лимонного сока и чайная ложечка французской горчицы. Перемешиваю и пока отставляю. Свежий огурец нарезаю на вот такие брусочки. Точно так же нарезаю куриное филе. Теперь зелень. Я уже показывала, как я храню зелень, чтобы она долго оставалась свежей. Если пропустили, ссылочку оставлю в описании. Нарезаю мелко зелень и зеленый лук.
Еще в этот салат я добавляю зеленый горошек. У меня сегодня горошек овощная сказка. Для этого салата мне как раз достаточно вот такой небольшой баночки. Жидкость сливаю и потом приготовлю из нее вкусный майонез. Соединяю в миске огурец, куриное филе, зелень, зеленый горошек, соль и заправляю салат. Салатик получается очень ароматный, легкий и вкусный. На тарелочку из лаваша выкладываю лист салата. Я его предварительно вымыла и просушила. А теперь и сам салат. Салат на салате. Можно подавать. Тарелочка долго не размокает, но, конечно, лучше подать сразу, пока лаваш вкусный и хрустящий. А теперь быстрая закуска из лаваша. 10 минут и готово. В начинку добавляю обычно то, что есть в холодильнике. Кусочки мяса, колбасу, грибы, крабовые палочки, вареные яйца, любые свежие или консервированные овощи, зелень и обязательно сыр. Я смазываю лаваш немного майонезом. Но можно, конечно, и без майонеза обойтись. Хотя с ним вкуснее. Сегодня у меня в начинке будет ветчина, твердый сыр и сыр моцарелла, свежие помидоры, зеленый лук, петрушка, укроп и консервированная кукуруза. Все хорошо распределяю и аккуратно сворачиваю. Выкладываю в форму для запекания и ставлю в разогретую до 200 градусов духовку на 5-6 минут. Как же мы любим такие закусочки! Очень быстро готовится и всегда очень вкусно. Хрустящий лаваш и ароматная начинка. Вкусно. Ну дай мне кусочек. Держи. Сёма, а ты будешь? Нет. Следующая закуска. Готовится чуть дольше, но получается еще вкуснее. Сюда тоже любая начинка подойдет. Колбаса, сосиски, куриное филе, крабовые палочки, любая зелень и овощи. Но если вы считаете калории, это точно не для вас. Хотя маленький кусочек можно и отщипнуть. Лаваш разрезаю, чтобы получилось 4 листа. Первый лист смазываю мягким плавленым сыром. Он обычно продается в пластиковых коробочках. Посыпаю мелко нарезанным укропом и чесноком. Я его также мелко порезала. Теперь кусочки колбасы и помидоры. Накрываю вторым листом лаваша. Снова плавленый сыр, укроп, чеснок, колбаса и кусочки помидора. Третий лист лаваша. Все точно так же. И в конце накрываю четвертым листом лаваша. Я его предварительно смазала плавленым сыром. Хорошо придавливаю и нарезаю на вот такие кусочки. В миске взбиваю 2 яйца и добавляю немного муки. Теперь каждый кусочек опускаю в тарелочку со взбитыми яйцами и выкладываю на сковороду с разогретым растительным маслом. Начинка не высыпается, плавленый сыр ее хорошо держит. Обжариваю с 2 сторон до румяной корочки. И выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Закуска готова. Можно подавать со сладким кетчупом или с остреньким соусом. Вкусно и в горячем, и в холодном виде. И еще один рецепт на сегодня.
пирожки из лаваша с мясной начинкой. Все точно так же просто. На небольшом количестве растительного масла обжариваю лук до мягкости. Затем отправляю к луку мясной фарш. Солю. Добавляю черный перец. И обжариваю до готовности. Взбиваю яйцо и смешиваю его с молоком. Лаваш нарезаю на одинаковые кусочки. Выкладываю на противень, застеленный пергаментной бумагой. Кусочки лаваша смазываю яично-молочной смесью. Теперь выкладываю на них подготовленный мясной фарш. Сверху накрываю кусочками лаваша. Предварительно смачиваю их в смеси из молока и яйца. Скрепляю края, чтобы начинка не высыпалась. Теперь еще немного начинки. И снова лаваш. Сверху немного натертого сыра. И в духовку. Ставлю противень в уже разогретую до 180 градусов духовку и выпекаю 10-15 минут. Вот что получается. Очень вкусные конвертики из лаваша с мясом. Мы называем их ленивые пирожки. Вкусно, а главное просто и быстро. Попробуйте приготовить. Как всегда, все рецепты оставлю под видео в описании. Как всегда, жду ваши отзывы в комментариях и фото готовых блюд в нашей группе ВКонтакте. Ставьте лайк этому видео и делитесь им с друзьями. Конечно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного.